Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. Предлагаю сегодня связать вот такие башмачки для наших игрушек. Вяжутся они спицами, очень легко и быстро свяжете их буквально за вечер. Вязала я их спицами 2,5 на чулочных. Также понадобилось мне 2 пуговички, какие-то украшения, ну и ножницы. И еще, когда будете вязать вот эту часть, либо вот эту первую, либо вот эту вторую, без разницы. Когда свяжете, закроете петли, оставьте здесь длинный кончик нити, чтобы сшить вот эту часть. Я видео, когда снимала, почему-то не оставила, мне пришлось дополнительно присоединять нить, что очень неудобно, это лишние хвостики и так далее. А для начала, как всегда, сначала свяжите подошву, ссылку оставлю на нее под видео. И наберите на спицы 64 петли. Я 64 петли набрала. Теперь провяжем 10 рядов платочной вязкой. Это значит, все ряды мы будем вязать лицевыми петлями. Давайте провяжем 10 рядов платочной вязкой. Итак, 10 рядов у меня провязано. Если у вас ножка вот в этой части чуть повыше, вы можете провязать еще на пару рядов больше. Если поменьше, то, конечно же, на пару рядов поменьше. Теперь будем вязать мысок. Будем вязать центральные 10 петель. Для начала давайте свяжем 27 петель до наших 10 центральных петель. Кромочную снимаем и вяжем еще 26 петель. Итак, я довязала до центра. Вот наши 10 центральных петель. Теперь вяжем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот наша 10-я центральная петля. Ее мы будем вязать вместе с боковой петлей, которая относится к боковинке. Провязываем их вместе. Разворачиваем наше вязание. Первую петлю снимаем. Вяжем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Извиняюсь, точнее 8. Мы же вяжем 10 центральных петель, которые сняли. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И теперь опять 10-ю, и пускай будет 11-ю, провязываем вместе. Провязали, разворачиваем наше вязание. Опять первую петлю мы снимаем и вяжем дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А 10-ю и 11-ю провязываем вместе. Тут даже уже видно, что вот она 10-я, мы ее снимали. И вот 10-ю и 11-ю провязываем вместе. Опять переворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И вот наши 2 петли, которые нужно связать вместе, 10-я и 11-я. Вот так. Еще раз покажу. Переворачиваем наше вязание. Первую петлю снимаем. Далее вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
и 9. И вот наша 10 и 11 петля с боковой части. И провязываем их вместе. Так. И вот что у нас получается. Вывязывается таким образом мысок. Так мы будем вязать до тех пор, пока у нас на боковинках не останется по 18 петель. У нас должно остаться здесь 18 петель. И также с этой стороны, соответственно, должно остаться 18 петель. Я сейчас свяжу, и мы продолжим вязать. Первая, вторая, третья, четвертая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 вместе. Давайте провяжем до тех пор, пока у нас на боковых частях не будет по 18 петель. Ну что ж, у меня мысок связан, у меня осталось по бокам 18 петель. И теперь довязываем этот ряд до конца. Когда вяжете этот ряд до конца, следующий свяжите также лицевыми петлями 18 петель и остановимся вот здесь перед нашим мыском. Довязала я до мыска. Теперь нам нужно сделать убавки вот этих двух петель и вот этих двух петель. Первая убавка и вторая. Вот так. Дальше 3, 4, 5, 6. И теперь убавляем вот эти две петли. Первую и с боковой берем вторую. Вот что у нас получилось. И теперь довязываем этот ряд до конца. Нить, когда вяжете этот ряд, отрежьте, но оставьте подлиннее, чтобы когда мы сшивали, у нас здесь была тоже коричневая нить. Так, я довязала, нить отрезала, немножко оставила и присоединяю сюда нить другого цвета. Давайте сначала свяжем вот эту часть ботиночка, которая без, так скажем, хлястика. Присоединяем нить и вяжем 12 рядов платочной вязкой. Это вот эти вот петли, то есть до мыска. Провяжем 12 рядов платочной вязкой. Так. Вот так. Эту спицу здесь оставлю, разворачиваюсь и беру другую спицу и вяжу именно вот эту часть 12 рядов. Один я провязала, мне осталось еще 11. После того, как провяжете, закройте петли привычным для вас способом и обрежьте нить. Итак, вот эту часть я довязала, петли закрыла, петли
мыска я перекинула на булаву, чтобы не мешалось. И также на правую спицу я набрала обычным способом 18 петель. Теперь берем эту спицу и будем вязать вот эту часть с пуговичкой. Я набрала и продолжаю этой же спицей вязать. Нам тут также нужно будет провязать 12 рядов, но мы остановимся на 6-м, чтобы сделать дырочку под пуговицу. Так, я 5 рядов провязала, начинаю 6-й. Здесь мы сделаем пуговичку под дырочку. Кромочную снимаем, вяжем одну лицевую, делаем накид и вяжем 2 вместе лицевой. Все, довязываем этот ряд до конца. И после этого ряда провяжем еще 6 рядов и закроем петли. Накид вяжите в следующем ряду, как он лежит, чтобы у нас образовалась дырочка. Все, давайте довяжем этот ряд и еще 6 рядов провяжем и закроем петли. Так, ну я довязала эту часть. Как вязать получается на правом ботиночке? Когда вы свяжете нижнюю часть и присоединитесь вот сюда уже другой нитью, вяжете эти петли и затем добираете на эту же спицу 18 петель. И продолжаете вязать. Так, как видите, я уже подняла эти петли на спицу и будем вязать эту часть ботиночка. Провяжем ее также платочной вязкой 32 ряда. Когда провяжете 32 ряда, оставьте достаточно нити, чтобы эту часть, этот хлястик пришить вот к этим петлям. Переворачиваемся, кромочную снимаем и вяжем. Свяжите эту часть ботиночка из 32 рядов. Ну что ж, я довязала вот эту верхнюю часть, вставила нить в иголку и буду пришивать вот к этому ряду, где у нас идет ниточка набора. И вот так. Беру вот эти петли и петли самой части. И пришиваю ее. Вот эти петли и петли самого хлястика. Итак, как я буду сшивать вот эту часть? Так как ниточка осталась здесь наверху, надо было все-таки оставлять в наборном крае довольно длинный конец. Ну, раз так получилось, то так получилось. Сшивать я буду за кромочные петли, то есть за перемычки. Ввожу сюда под кромочную петлю иглу. И затем с этой стороны. Сшиваю я с лицевой стороны. Теперь, откуда выходила здесь нить, вот, ввожу туда же иголку и ввожу уже через перемычку в следующую кромочную петлю. Затем возвращаюсь сюда и также, откуда выходила ниточка, ввожу туда и вывожу уже в следующую кромочную петлю и слегка подтягиваю.
И опять перехожу сюда, где у меня выходила нить. Вывожу в следующую кромочную петлю. С этой стороны также. И немножко подтягиваю. Когда я дошью до конца, присоединю здесь нить и также таким же способом прошью. Так, ну я сшила детальки. Теперь давайте присоединимся к подошве. Я вставила в середину там, где закончила сшивать, и в середину подошвы, где закончила ее тоже вязать. Вставили крючок, берем нашу ниточку и соединять будем с помощью соединительных петель. Так, и теперь что такое? Вот наши петли от самого ботиночка. Здесь вставляем крючок в подошву и вот так вот в каждую петельку, так как мы сшили ботиночек за кромочные петли, у нас тоже, как и на подошве, стало 62 петли. Соединяем наши детальки соединительными петлями. Я думаю, тут ничего сложного нет. Вы сможете соединить их самостоятельно. Ну что ж, мои ботиночки готовы. Я присоединила подошву. Ниточки все убрала, спрятала. Мне осталось пришить пуговички, ну и как-то еще их украсить. Надеюсь, вам ботиночки понравились, так же, как и мастер-класс. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч!